у меня будет простой. Я сделаю картофельное пюре. И к этому решил сделать куриный соус. Этот соус я раньше никогда не делал, но этот соус курица с помидорами. Итак, картошку я уже почистил. И все, что мне надо к этому соусу, у меня здесь на столе. Я взял два куска курицы. Что я сделаю? Я попытаюсь отделить это от костей, порезать кубиками и пожарить в этой кастрюлечке. Как это все поджарится, я добавлю лук. По мере приготовления добавлю перец, помидор, томат, 2 морковки, томатную пасту, зелень, укроп с петрушкой, 1 лавровый лист и чесночок. А также добавлю горошек перца. И чтобы соус был у нас густой, я уже в конце добавлю немножко муки. Итак, что давайте приступим. В первую очередь я налью масло в эту кастрюлечку. Так. Пока она потихонечку нагревается, я порежу быстро курицу. Я курицу сейчас отделю от костей, потому что нам надо мясо, не кости. Потому что кости хорошо пойдут, если делаете бульон или супы. Но сегодня я делаю просто куриный соус, где мне надо только куриное мясо. В нашем доме мы кушаем очень много куриного мяса. Иногда говядину, иногда баранину, но свинину я покупаю очень редко в этот дом, потому что моя половина с Пакистана, мусульмане. Когда у нас гости приходят, все у нас свинины дома нет. А так как я сам вырос на свинине, я люблю свинину, то я всегда покупаю свинину и иногда делаю себе. Но в основном из-за уважения моей семье, когда мы идем в ресторан, вот тогда я заказываю блюдо со свининой. А так курицу все любят, курицу легко готовить. Из-за этого я решил в основном делать курицу. Ну, иногда покупаю баранину, и тогда просто мы делаем жаркое с баранины. А иногда делаю как плов с баранины. Так что баранина у нас идет тоже кушаем. И говядину покупаем, делаем стейки, жарим. Как раз у нас прошлые выходные я не снимал, себе выходной устроил. Так мы жарили стейки у нас на гриле. И теперь мы все сюда в кастрюльку с маслом. И пускай она потихонечку жарится и томится. И в то же время я порежу лучок. Курица хорошо жарится у нас сейчас. Теперь я порежу лук и добавлю курицу туда. Пускай тоже поджаривается. Так. Тем временем я включил картошку на огонь теперь.
Теперь я порежу один перец. Теперь перец мы добавим туда. Тем временем я нарежу один помидор. Я думаю, что одной морковки будет достаточно. Посмотрел, сколько у меня здесь соуса получится. Одна морковка будет достаточно. А эту морковку я сейчас заверну и в холодильник. Итак, курицу с картошкой я переставил местами, потому что мне надо ближе к плитке. Я добавил одну столовую ложку муки, добавил кипяченой воды, все это закипело. И я добавил нашу морковку, соль, перец и лавровый лист. Сейчас я добавлю еще чеснока. Все, я сейчас перемешаю. И пускай она у нас немножко поварится. Я проверю на соль. Наш соус потихонечку готовится, варится. И теперь пока все это варится, я нарежу нашу зелень. И зелень я добавлю в конце, когда уже все сварится. Это зеленью покрышу и оставлю это. Поменяю комфортку, на меньшую комфортку поставлю. И проверим на соль. Мешаем. Смотрите, какая прелесть, как красиво. На эту кастрюльку, в общем, 1 столовая ложка муки пошла у меня. Теперь на соль проверим. Какая прелесть! Наша картошка сварилась. Сейчас я ее сниму с огня, процежу и сделаем картофельное пюре. А соус еще у нас готовится. Как морковка будет уже сварится морковка, так соус уже тоже готовый практически. Но это пойдет еще минут 5. А сейчас займемся картошкой. Картошку я процедил, и сюда добавлю я масло. У меня 2 баночки сливок открытых, они еще хорошие, но давайте мы их все сюда зальем и закончим их тоже, иначе они выбросятся. Вот таким образом. Знаю, что это жирно, но вкусно, поверьте мне. Перцы добавим. Соли. Немножко, всегда можно соли добавить. Главное, чтобы не пересолить. И посыплю немножко трюфеля. Вот такое. Теперь начнем толочь. Можно добавлять молоко горячее, кто хочет с молоком, но не со сливками. Ну, мы в семье привыкли, все мы делаем со сливками. Знаю, что это жирное, но вкусно. В нашей семье мы любим покушать как следует. Я знаю, что моя половина иногда держится диеты. Ну, мы живем один раз в жизни и должны наслаждаться то, что нам Господь дает. Хорошей едой и здоровьем, самое главное. Честно признаюсь, не люблю делать блюда, которые очень тяжело делать. Я люблю что-то делать вкусное и простое. Потому что мне хочется оставшуюся жизнь проводить на кухне, только готовить. Вот таким образом. Итак, это мое картофельное пюре. Делается очень просто, вкусно. Ну,
Это одно из основных гарниров, что мы делаем у нас дома. Итак, наш соус, видать, что уже приготовился. Я выключаю огонь. Вытащу сейчас лавровый листик, он нам здесь больше не нужен. И теперь засыпем зеленью. Помешаю еще раз. Смотрите, какая красота получилась. Это куриный соус. Вот я сделал вместе с помидорами, томатной пастой. Так что у меня на гарнир сегодня картофельное пюре и соус. Так что соус немножко постоит пару минуточек, и мы попробуем. Итак, это мой ужин сегодня я приготовил. Здесь картофельное пюре и соус с курицей и томатом. Я положил себе немножко, чтобы снять пробу и поделиться с вами впечатлением, что мне своим приготовлением сегодня. И как только я закончу это видео, то вся семья сядет за ужин. А тем не менее, давайте попробуем. Какая вкуснятина. На самом деле, очень вкусно. Поверьте, получилось очень вкусно, мне самому очень понравилось. Все специи, соль, все по вкусу я положил, все хорошо. Ничего не переборщил, как я иногда делаю с солью. Я надеюсь, что это видео вам даст какую-нибудь идею тоже что-то приготовить. И если вам это видео понравилось, поставьте лайк. И я очень буду признателен, если вы подпишетесь тоже. Так вы поддержите мой канал. А тем временем, вы видите, стол приготовлен. И здесь я пек сегодня маффин. Отдельное видео на маффин я оставлю тоже на YouTube. И ссылку оставлю к этим маффинам, как я их сделал. Так что у нас сегодня шикарный ужин. Картошка, соус куриный с томатом, помидором и к чаю маффин. На этой ноте я хотел бы с вами попрощаться. Большое вам спасибо, что вы меня поддержите и заходите на этот канал. Самое главное, берегите себя, своих близких, знакомых, друзей. И до новых встреч. Пока-пока.